Одно из животных, которое вы сейчас увидите, настолько огромное, что динозавры кажутся домашними питомцами. Оно не вымерло, оно живо сейчас. И оно может пройти под целым футбольным полем, не задев его края. Если это звучит невероятно, приготовьтесь. Вы собираетесь узнать, насколько огромны, пугающие и шокирующие реальны эти гиганты природного мира. Слышали когда-нибудь о колоссальном кальмаре? Это не просто миф. С глазами диаметром до 16 дюймов, больше, чем обеденная тарелка, это существо с самыми большими глазами в животном мире. Почему такие большие? Потому что оно живет на глубине в 1000 футов под океаном, в темноте, охотясь при лунном свете и биолюминесценции. Щупальца, покрытые вращающимися крючками. Проверено. Клюв достаточно сильный, чтобы разрезать сталь? Предположительно. Это существо все еще остается загадкой. Мы находили их только мертвыми или умирающими. Так что представьте, что они делают там, живые и невидимый. Но что, если гиганту не нужны острые части, а только смертельный удар? Познакомьтесь с казуаром, нелетающей птицей из Австралии, которая выглядит как смесь динозавра и вышибалы из ночного клуба. Высотой до 6 футов и весом более 150 фунтов, у него ноги как стальные поршни и когти, которые могут разрезать арбуз одним ударом. И оно действительно бьет. Люди умирали, пытаясь приблизиться. Его сокрушительная сила делает его одной из самых опасных птиц на свете. И оно это знает. Ярко-синяя кожа, гребень, похожий на шлем и ужасный характер. Забудьте о челюстях. Настоящий океанский гигант заставляет акул выглядеть как гуппи. Кашалот, глубоководный хищник с головой размером с минивэн, пугает не только размерами, но и мощью. Его пасть может открываться достаточно широко, чтобы проглотить взрослого человека за один укус. И он не ест там салат. Этот монстр регулярно охотится на гигантских кальмаров длиной более 40 футов, в кромешной тьме на глубине в 1000 футов. Шрамы на его коже выглядят как боевые повреждения от чего-то доисторического. И это так. Эти существа занимаются этим уже миллионы лет, но даже кашалот не может претендовать на звание самого большого живого существа в море. Представьте, что вы рыбачите, наслаждаетесь солнцем, и вдруг ваша лодка слегка поднимается. Вы паникуете, думая, что наткнулись на камни. Нет, под вами просто проплыл синий кит. Это животное настолько огромное, что затмевает все остальное живое сегодня. Достигая почти 100 футов в длину и весом более 200 тысяч фунтов, это самое большое животное, когда-либо существовавшее. Да, даже больше любого динозавра. Его сердце размером с мотоцикл, язык весит столько же, сколько слон, и все же большинство людей никогда его не видят, потому что он движется, как призрак под волнами. Но теперь мы возвращаемся на сушу и в пасть чего-то по-настоящему ужасающего. Стоять лицом к лицу с морским крокодилом – это момент, который ваш мозг не забудет. Эта рептилия, часто называемая живым динозавром, может вырастать до 23 футов в длину, длиннее городского автобуса, и весить более 2000 фунтов. Но вот в чем дело. Он не просто лежит там, как бревно. Когда он атакует, он вырывается из воды с большей скоростью, чем спринтер. Давление его челюстей более 3000 фунтов на квадратный дюйм, достаточно, чтобы мгновенно раздавить череп коровы. Эти существа не моргают, они не отступают, они просто ждут молча. И они не единственные монстры, которые прячутся на виду. Вы видели их в зоопарках, возможно, даже бросали им арахис, но вы никогда не видели бегемота в полном гневе, и вы никогда не захотите. Эти массивные на вид животные убивают больше людей в Африке, чем львы, слоны и крокодилы вместе взятые. Весом до 8000 фунтов и высотой в плечах, как взрослый человек, бегемоты построены как танки с челюстями. Их укус может ломать кости, как сухие ветки, и разрывать металлическое каноэ, как будто это картон. О, и они могут бегать быстрее человека. Думаете, вы в безопасности на суше? Подумайте еще раз. Но что, если самый страшный гигант не злой, а просто очень-очень голодный? Забудьте, чему вас учили мультфильмы. Львы – не самые большие кошки. Эта корона принадлежит сибирскому тигру. Эти звери могут достигать более 11 футов в длину и весить более 700 фунтов. Но не только размер приносит им их грозную репутацию. Это то, как они двигаются. Тихие, скрытные и быстрее, чем вы ожидаете. Они известны тем, что могут свалить добычу размером с медведя. И они не останавливаются. Их территория может простираться на сотни квадратных миль, и как только они нацеливаются на добычу, она обычно не выживает. Еще страшнее, что некоторых замечали рядом с человеческими поселениями, просто наблюдая. Но следующее животное не преследует вас, оно прорывается прямо через вас.
Африканский саванный слон не просто большой, он биологически экстремален. Только его сердце весит более 30 фунтов. Его уши похожи на огромные веера, каждый более 5 футов в длину. Но настоящий шок – эти гиганты могут пройти до 50 миль за один день. Несмотря на длину до 24 футов и вес более 14 тысяч фунтов, они двигаются как тени по саванне. И когда они решают, что им надоели люди, машины переворачиваются, дороги разрушаются, и следует хаос. Есть истории о слонах, затаивших обиду и возвращающихся спустя годы, но давайте перейдем от саванны к клыкам. Зеленая анаконда – это не просто змея, это кошмар с чешуей. Достигая почти 30 футов в длину и весом более 500 фунтов, это самая тяжелая змея на Земле. Но вот что самое жуткое, она не кусает, чтобы убить, она сжимает. Одно обвитие ее кольцами может создать давление, достаточно сильное, чтобы остановить сердце буйвола. Она проглатывает свою добычу целиком, вместе с костями, и почти невидимо в мутной воде, ожидая неподвижно, пока что-то не подойдет слишком близко. Скот, кайманы, даже ягуары исчезали таким образом. Но теперь пришло время встретить животное, которое не просто атакует, а устраивает засаду. Думаете, медведи медлительны и милы? Подумайте еще раз. Гризли может весить более 1500 фунтов, но обгоняет скаковую лошадь на коротких дистанциях. Их когти длиннее пальцев человека и достаточно остры, чтобы сдирать кору с дерева, как бумагу. Один удар может сломать позвоночник лося, а их укус достаточно силен, чтобы раздавить боулинговые шары. Кемперы сообщали, что медведи врывались в машины, как будто они сделаны из фольги. Гризли не играют в игры. Они доминируют на территории, отгоняют волков и защищают детенышей с яростью, с которой мало кто сравнится. Но что происходит, когда гигант хочет уничтожить вашу лодку? Познакомьтесь с касаткой, также известной как касатка-убийца, но не дайте имени вас обмануть. Это не кит, это дельфин, с характером. И он умен. Пугающе умен. Эти хищники могут достигать более 30 футов в длину и весить до 12 тысяч фунтов. В последние годы стаи касаток начали таранить лодки у побережья Европы, ломая рули, топя суда и обучая других делать то же самое. Никто точно не знает почему. Играют ли они, протестуют, или это что-то более серьезное. Ясно одно. Самый умный хищник океана стал более агрессивным, и они не единственные, кто патрулирует глубины. Если вы думали, что анаконда – это конец истории о змеях, подумайте еще раз. Сетчатый питон – самая длинная змея, живущая сегодня. Некоторые из них достигают более 30 футов. Это длина телефонного столба, движущегося через джунгли в абсолютной тишине. В отличие от анаконды, любящей воду, этот монстр лазает по деревьям и через густой лес, ожидая атаковать ничего не подозревающую добычу. Есть реальные сообщения о том, что эти змеи пытались съесть людей. Одна даже проглотила взрослого мужчину в Индонезии. А самая жуткая часть? Они могут обходиться без еды месяцами, просто ожидая. Но что, если опасность не прячется, а возвышается над вами? Кадьякский медведь, как из фильма о монстрах, встав на задние лапы, может быть выше 10 футов и весить 1600 фунтов, больше, чем большинство гризли, один из крупнейших наземных хищников на Земле, с аппетитом, соответствующим его размерам. Эти звери прорываются через лососевые реки, как через шведский стол, и их видели в схватках с быками, лосями и даже людьми. Что удивительно, несмотря на их размер, они могут разгоняться до более чем 30 миль в час. Если вы не в машине, вам не убежать. И говоря о том, чтобы не убежать, следующий зверь охотится стаей. Серый волк может быть не таким массивным, как другие, но размер – это не все. Один волк может повалить животное в 10 раз тяжелее себя. Теперь представьте до 15 из них, движущихся синхронно, общающихся, обходящих и загоняющих добычу с военной точностью. Вот что делает арктического волка таким опасным. Эти хищники живут в одних из самых суровых условий на Земле и все равно доминируют. Одна стая может повалить взрослого овцебыка, существо, которое весит более тонны больше любого из них. Вы можете не заметить их сначала, но они видят вас. Но следующее существо не будет прятаться. Оно летит прямо, его крылья ревут, как гром. Когда гигантский альбатрос взлетает, это похоже на то, как маленький самолет поднимается в воздух. С размахом крыльев более 11 футов эта птица не машет крыльями, она парит, она может оставаться в воздухе часами, иногда днями, не приземляясь ни разу. Но самая страшная большая птица, этот титул принадлежит гарпии. Ее когти такие же длинные, как когти гризли. Она хватает обезьян прямо из кроны деревьев и с легкостью могла бы сделать то же самое с маленькой собакой.
Вы никогда не услышите ее приближение, только порыв ветра, а затем тишина. Теперь мы заканчиваем чем-то другим, гигантом, который добр, но может случайно уничтожить вас. Китовая акула – самая большая рыба в океане. Достигает длины до 40 футов и веса до 40 тысяч фунтов. Этот медленно движущийся фильтратор выглядит как подводная лодка с плавниками. Она не съест вас, но может раздавить, даже не заметив. Пловцы и дайверы случайно попадали в их огромные рты или получали удары их мощными хвостами. Они скользят по воде, как подводные дирижабли, спокойно и тихо. Но если бы одна из них когда-либо стала агрессивной, вы бы столкнулись с движущейся стеной из плоти и силы без тормозов, и самое удивительное, даже это не предел масштабов природы. Где-то там, говорят, существует нечто еще большее. Анский кондор имеет самый большой размах крыльев среди всех наземных птиц в западном полушарии, до 10 футов в ширину. Это не нежный летун. Он использует мощные горные термики и может парить более 100 миль, не взмахнув крыльями ни разу. Его клюв может разорвать прочную шкуру, и одно его присутствие заставляет мелких хищников разбегаться. Кондоры – падальщики, да, но их размер настолько внушителен, что их видели, как они отгоняют взрослых пум от свежей добычи. Если он приземлится рядом с вами, лучше надеяться, что вы не то, что он считает обедом. Но есть еще один гигант, скрывающийся прямо там, где вы плаваете. Акула-гигант часто принимается за большую белую акулу, но она даже больше, до 40 футов в длину. Несмотря на свои огромные размеры и массивную, широко открытую пасть, она не людоед. Тем не менее, если вы находитесь в воде, когда она проплывает мимо, вы почувствуете это в своей груди. Она питается, всасывая планктон, двигаясь с медленной зловещей грацией. Ее жабры растягиваются наполовину головы. Ее пасть может открываться шире, чем гаражные ворота. Одно неверное движение, и вы исчезаете в темноте, не успев понять, что вас настигло. Опаснейший гигант может быть тем, к которому никому не разрешено прикасаться. Глубоко в заповеднике живет плененный лигр, гибрид льва и тигра. Это неестественно, но это реально. Самый крупный лигр весит более 900 фунтов и достигает 12 футов в высоту, стоя на задних лапах. Это тяжелее 2 игроков НФЛ-лайнбекеров. И в отличие от большинства кошек, лигры любят воду, что дает им зловещую амфибийную особенность. Они опасны, чтобы содержаться в зоопарках, и сильны, чтобы их недооценивать. Стоя с одним из них, надеяться, что между вами есть стекло. Природе не нужно было создавать животных таких размеров. Но она это сделала, и на этом не остановилась.